Всем привет! Вы на канале Dasha Models, и в этом видео я буду собирать довольно интересную модель. Это танк Т-80У от фирмы RFM. И это довольно дорогой и сложный набор, и при этом он очень довольно точный и детализированный. И в этом видео я буду собирать танк не на вооружении Российской Федерации или же других постсоветских стран, а на вооружении армии Южной Кореи. И это довольно интересный прецедент в таком советском танкостроении или российском даже. Прецедент заключается в том, что танк оказался на вооружении армии, можно сказать, противоборствующей в своем идеологическом противостоянии с Россией. И мне еще хочется рассказать довольно интересный факт, который я прочитала в новостях совсем недавно, что этот танк Южная Корея использует в качестве мишеней. И тем самым армия Южной Кореи, можно сказать, вырулила из такой не очень приятной ситуации, и этот танк не оказался на театре современных военных действий. Итак, поехали смотреть, что в этой коробке. Ну а купить все необходимое для моделизма, будь то наборы для сборки, краски, инструменты, вы можете в магазине «Модельная лавка». Там регулярно появляются новинки от «Звезды», от АВД, от других мировых производителей. Для первого заказа действует промокод, который вы видите на экране. Он дает вам скидку в 500 рублей. Но если вы бывалый пользователь лавки, то есть промокод Dasha, и он дает вам скидку в 10%. Так что ссылка на магазин в описании. Переходи, там и все действующие промокоды. Поехали! Итак, передо мной коробочка Т-80У от фирмы RFM. И эту фирму я еще ни разу не собирала. Это довольно дорогая модель и довольно интересная модель в 35-м масштабе. Здесь на коробочке изображен танк в грязи. И больше такого ничего интересного особенно нет. У модели есть фотоотравленные детали, также имеется возможность, я так понимаю, открывать люки, и также, скорее всего, будет довольно подвижная ходовая часть. Но посмотрим в процессе сборки, насколько это реализуемо. Собственно, вот и все, что здесь есть на коробке. А внутри у нас довольно яркая инструкция. Она выполнена в виде такой книжечки. И тут есть цветные обозначения, которые очень упрощают сборку. Видите, все детали, что нужно приклеить, что не приклеить, показано и цветом, и стрелочками. Очень удобно. И также на последних страничках варианты окраски. И я, наверное, хочу выбрать корейский вариант. Также есть российский вариант. Вариант тоже российский, только разных годов, разные моды, можно так сказать, которая была принята на тот момент в армии. Детали из такого рыжего пластика, довольно очень хорошо все отлито, лючки, какие-то небольшие элементы, башня имеет довольно выразительную фактуру в виде такой неровности корпуса. И тут в наборе такие резиновые детали, которые помогут нам собрать гусеницы. Сами гусеницы сделаны отдельными деталями, но нам поможет их собрать вот эти вот специальные приспособления. То есть мы за раз будем собирать сразу несколько траков. Но все равно это довольно долгий и монотонный процесс. Но все равно это намного проще, чем каждый по отдельности стыковать. Вот, собственно, плата с фотоотравленными деталями и декали просто в виде номеров и некоторых обозначений. Также в наборе такая, наверное, это антенна в виде такой пружинки и тряпочный трос. Ну, довольно странно, на самом деле. Немножко он, мне кажется, нереалистичным. Особенно вот этот размахрившийся край. То есть мы его укоротим в процессе сборки. Деталей тут очень много. И также вот некоторые прозрачные детали, фары и триплексы. Так что давайте приступать к сборке. Я думаю, эта сборка будет довольно сложной. И эта модель, наверное, сравнима с наборами от фирмы Dragon, что тоже китайцы. Давайте собирать.
Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Telegram. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на Telegram есть тоже в описании. И, кстати, это далеко не первый мой Т-80 на моем рабочем столе. Когда-то очень давно я работала над вариантом Т-80D в 35-м масштабе. Это была модель от фирмы «Звезда». Впечатления об этой модели давно забылись, но, скорее всего, это была довольно простая в сборке модель. А совсем недавно у меня на столе был еще один вариант танка Т-80. Это Т-80 БВМ, и это самая современная модификация этого танка. Это была модель от Трумпетер, и видео о его постройке вы можете найти у меня на канале и на YouTube, и Дзене, ВК и Рутюбе. И та модель оставила у меня очень приятные впечатления. Ну а прототип этой модели можно найти в нескольких музеях. Например, раннюю версию танка Т-80 можно найти в Центральном музее Вооруженных сил Российской Федерации. Несколько танков Т-80 разбросаны по выставочной экспозиции парка Патриот. А современные версии танка Т-80 в варианте БВМ с различными вариантами защиты от дронов я находила на экспозиции выставки «Армия» в разные годы ее проведения. А подробнее об экспонатах с выставки «Армия» вы можете познакомиться в специальных танковых репортажах у меня на канале. А вживую увидеть Т-80 и услышать его газотурбинный двигатель мне удалось 2 раза в парке Патриот на реконструкции боя танка Алеша. Собственно, танк Алеша – это Т-80БВ. Первый раз он орудовал на небольшой площадке в техническом центре парка Патриот, а второе его выступление было более масштабное и уже в полевых условиях. Так что более подробно об этих выступлениях вы можете увидеть в моих специальных видео. Так что танк Т-80 хоть и не является самым распространенным танком советского и российского производства, но с исторической точки зрения след он оставил приличный. Как известно, на момент распада Советского Союза в 1991 году вооруженные силы СССР обладали 3 модификациями основных танков различных модификаций – Т-64, Т-72 и Т-80. Из них единственной воюющей и наиболее распространенной на тот момент оказалась машина из Нижнего Тагила. Танки Т-72 успешно принимали участие в войне в Ливане в 1982 году и во время Ирано-Иракской войны в период с 1980 по 1988 годы, а также в операции США «Буря в пустыне» в Персидском заливе в 1991 году. По лицензии под индексами Т-72М и М-84 они выпускались в ряде социалистических стран – в Чехословакии, в Польской Народной Республике и также в Югославии. Танки Т-64 до 1992 года участия в боевых действиях не принимали и не поступали на вооружение стран-членов Организации Варшавского договора. Аналогичная ситуация складывалась и с танками Т-80, которые до начала 90-х годов находились лишь в частях группы советских войск в Германии, северной группы войск в Польше, а также в некотором количестве и на территории военных округов в СССР и воинских частях и учебных центрах, располагавшихся в относительной близости от места их производства. Если Т-64 часто называют засекреченным танком, который все же появлялся на публике во время учений или же торжеств, например, можно вспомнить Парад Победы 9 мая в 1995 году в Москве, то более современный по многим параметрам и обладающий газотурбинной силовой установкой танк Т-80 был скрыт от широкой общественности, поступая прежде всего на вооружение частей передовой линии группировки советских войск в Германии. После того, как Советский Союз прекратил свое существование, огромный танковый парк и места производства тяжелой бронетехники оказались поделены между вновь образованными государствами. Помимо непростой ситуации, связанной с разделом бывших единых вооруженных сил и выводом группировки войск из стран Восточной Европы с их личным составом и материальной частью, на территории бывшего СССР с конца 80-х годов начались вооруженные конфликты, сопровождающиеся применением разного рода техники, в том числе и танков. Так, боевой дебют танка Т-64 модификации Т-64БВ состоялся в ходе столкновений в Приднестровье летом 1992 года между молдавскими формированиями и местным ополчением. И несмотря на то, что условия применения танков и уровень подготовки наспех собранных экипажей оставляли желать лучшего, эти события являются подтвержденным фактом первого участия Т-64 в бою. Следующее и уже более длительное боевое применение машин данного типа произошло только 22 года спустя, с апреля 2014 года на Донбассе. После несложной сборки настало время окраски. Вначале я промыла модель от следов пыли и загрунтовала аэрозольным грунтом.
Я буду окрашивать модель в необычный камуфляж, и дело в том, что в счет государственного долга несколько экземпляров этой машины оказались в Южной Корее, где они получили необычный камуфляж, и в этом видео я попробую его воспроизвести. Вначале я из аэрографа нанесла на модель камуфляжный цвет желто-болотного цвета, потом я применила маски для камуфляжа от фирмы Machete, а вокруг пятен нанесла белый цвет, потом я его снова спрятала за масками и уже нанесла черный цвет, и опять в ход пошли маски, которые закрыли черные пятна. И уже после всего этого я нанесла основной цвет на модель. Это очень похоже на натовский камуфляж серо-зеленый цвет. Не менее интересная ситуация сложилась и с танками Т-80. К 1991 году основными местами службы на территории СССР 80-х являлись Ленинградский военный округ. В городе Ленинграде на Кировском заводе был разработан и запущен в серию в 1976 году танк Т-80, Киевский военный округ и прежде всего район города Харькова, что было обусловлено нахождением в городе производства танков Т-80УД, гвардейского танкового училища и базы хранения бронетехники в городе Чугуеве, Сибирский военный округ в городе Омске, где находилось танковое инженерное училище и выпускались танки Т-80БВ и 80У. Прекращением существования Советского Союза и организации Варшавского договора для Т-80 также наступило непростое время. Их роль ударной силы передовой группы советских войск в Европе ушла в прошлое, а парк машин оказался разделен между независимыми государствами на территории бывшего СССР. Центры производства остались в Российской Федерации, в Санкт-Петербурге на Кировском заводе и в Омске на Омсктрансмаше, и на Украине в Харьковском конструкторском бюро по машиностроению. Выпуск танков резко уменьшился, а в Санкт-Петербурге и прекратился вовсе ввиду острого экономического кризиса, урезания расходов на оборонную промышленность, сокращению численности личного состава вооруженных сил и разрыва налаженных хозяйственных связей между республиками. Техника передавалась на базы хранения. В незначительных количествах она шла на экспорт. Так, например, партия танков Т-80У в Республику Кипр и Республику Южная Корея в счет погашения государственного долга по выданным займам, а также единичные образцы для испытаний в Королевство Швеция. И в худшем случае танки отправлялись на утилизацию. По-настоящему масштабное боевое применение танков Т-80 модификации Т-80Б и Т-80БВ состоялось во время Первой и Второй чеченских войн, правда с переменным успехом, по причине в том числе и общей посредственной подготовки личного состава в тот период и специфических условий местности, где велись боевые действия. Однако, исходя из хронологии, войны в Чечне не являются первым достоверным зафиксированным фактом участия машин типа Т-80 в вооруженных конфликтах. Поэтому представляется обоснованным утверждать, что первым в истории случаем реального боевого применения танков Т-80 стали события осени 1993 года в Москве. Ну а после того, как краска высохла, я снимаю все слои масок, и вроде камуфляж получился примерно таким, как я и задумывал. Несмотря на принадлежность к разным политическим и военным лагерям, СССР и Республика Корея с определенного времени развивали экономические отношения и вели взаимовыгодную торговлю. Однако позже ситуация изменилась, начались проблемы, и к моменту распада СССР задолжал Сеулу около $1,5 миллиарда США. Прошли необходимые двухсторонние консультации, и в 1994 году был подписан договор о частичном погашении советского долга путем поставки продукции военного назначения. По его условиям Россия должна была предоставить разнообразную номенклатуру изделий, а Республика Корея списать половину долга. Мне надо окрасить резиновые бандажи катков. По договору корейская армия должна была получить 33 основных боевых танка Т-80У в линейной конфигурации. Также заказали 2 командирских Т-80УК. В интересах мотопехоты приобрели 33 боевых машины пехоты БМП-3 и такое же количество бронетранспортеров БТР-80А. Вместе с бронетехникой в заказ вошло и более 1000 противотанковых ракетных комплексов, 9К-115 «Метис» и несколько десятков переносных зенитных комплексов «Игла». Вооружение и технику следовало было передать в течение нескольких следующих лет, а к концу десятилетия договор был полностью выполнен. Второе соглашение о погашении долга бронетехникой появилось в 2002 году и выполнилось до 2005. С его помощью общая численность основных боевых танков увеличилась до 80 единиц, а боевых машин и пехоты до 70. Южной Корее удалось перевооружить несколько основных частей и существенно повысить боеспособность армии.
Из новостных телеграм-каналов в конце прошлого года стало известно, что армия Южной Кореи начала использовать находившиеся у нее на вооружении танки Т-80У и БМП-3 в качестве мишеней. В социальных сетях появились фотографии боевых машин, находившихся на одном из полигонов. Тем самым танки не попали на поле боя в современной Восточной Европе. Теперь смывкой я выделю рельеф боевой машины. Was quiet, too quiet today. Felt something coming our way. Ground starts to tremble and shake. Steel monsters appear through the haze. They're getting closer now. Can't look away somehow. My hands are shaking as I watch them roll across the border. They go. Thunder rolls across. А масляными точками я нарисую следы действия атмосферы на танк. Same. Tracks in the dirt, cutting so deep. People run through the streets. Metal giants in perfect rows, breaking everything we know. They're moving faster now. We're all wondering how to process. Переведу характерные для корейской армии тактические знаки. А сухой кистью я продолжу выделять рельеф боевой машины, и мне осталось только пожелезнить траки. In my mind, I'll always see that moment they took our peace. Sometimes I still hear that sound when darkness settles down. Oh. И вот такой танк Т-80 у меня получился. И мне было довольно интересно работать над этой моделью, ведь недавно я строила Т-80, но только на вооружении российской армии, а здесь попался довольно интересный экземпляр корейской расцветки, и при этом у него была довольно яркая карьера, и сейчас, наверное, он где-то тоже воюет. Но это не точно. До новых встреч. Пока-пока.